всем въезжающим в Грузию иностранным гражданам необходимо иметь медицинскую страховку. Так гласили все заголовки в новостных каналах. Это не местные. Я Константин, это Аделина. И сегодня мы снимаем для вас крутейший выпуск. На собственном примере получаем страховку. Мы не резиденты Грузии, и мы хотим по собственному желанию получить страховку медицинскую. То есть я ее буду сегодня оформлять, расскажем вам, покажем полностью во всех подробностях все шаги, вообще получится ли у нас это сделать. Но, насколько мы знаем, это реально сделать. Информации на самом деле не так много. Давайте разберемся сегодня, нужна ли вообще обязательно страховка. Спойлер, обязательно не нужна. Вообще, какие виды есть страхования, сколько это стоит, как ее оформить, как ее оплатить. И все нюансы мы попробуем рассказать вам сегодня в этом выпуске на нашем собственном примере. Как вы сейчас заметили, мы находимся около какого-то здания государственного. Да, это дом юстиции, таких в Грузии много. И мы находимся сейчас в Батуми, попытаемся получить в доме юстиции страховку. Мы об этом читали раньше, что здесь какая-то организация выиграла тендер именно на страхование иностранцев в Грузии. Сейчас полностью с вами пройдем всю процедуру. Вы увидите, насколько это сложно, несложно, уложимся ли в один день. Посмотрим. И сейчас первым делом мы пройдем в дом юстиции. Снимать там, конечно же, нельзя, а вот уже потом мы выйдем и расскажем вам, что же мы там делали. Погнали. Мы вышли из дома юстиции, пробыли там примерно минут 15, взяли сначала талончик, который нам нужно, порождали, нас вызвали, ну точнее там на экране загорелись циферки наши. Подошли к девушке, сразу спросили, говорит ли по-русски. Она говорит, нет, только по-английски. Ну ладно, только по-английски. Там немного спрашивали нас, только паспорт дал. Сказали, у нас есть только одна страховка, стоит 550 лари на год. На меньше нельзя, помесячно нельзя. Хотя мы где-то информацию увидели, что можно помесячно. Посмотрели там, что входит. Да, мы спросили. Подошел другой человек уже на русском, нам объяснил, чтобы мы все поняли. Это очень приятно. Об условиях мы вам попозже чуть расскажем, какие там страховки, вот я лично для себя взял. И отправили нас оплачивать, что не очень-то удобно. Это в Bank of Georgia, который находится хоть и недалеко, но все-таки надо пройтись чуть-чуть, минут 5. И потом нужно обратно вернуться в дом юстиции к этой же девушке. Сказали, что можно без очереди оформить, нам выдадут этот полис, который действует прямо с момента его выдачи. Так что посмотрим, что будет в банке, будут ли какие-то приключения или просто оплатим. Хочу оформить страховку на себя. И дело в том, что я уже был у оператора, мне дали лист для оплаты в Bank of Georgia. Да, вот бумажка есть у меня. Я пришел в банк, не могу оплатить, возникает ошибка. Ну что, мы только что вышли из Bank of Georgia, банк Грузии. Самый крутой, самый большой банк в Грузии. Он вообще такой крутой, что мы не смогли даже страховку оплатить. В итоге мы вышли несолоно хлебавшие оттуда. У них там какая-то проблема, что ли, с банкоматом, я не понимаю. Пытался оплатить, мне даже менеджер подошла, пытались, нет, выдает ошибку какую-то. Потом я подошел уже к специалисту банка. Я говорю, попробуйте помочь мне оплатить страховку. Она попыталась, не получается. Зарегистрировал меня в этом банке, тоже ничего не получается. Я, говорит, не знаю, что делать. Несите реквизиты какие-нибудь. Мне сказали, что можно поэтому только номер полиса оплатить. Не знаю, короче. Сейчас мы снова идем в дом юстиции, чтобы нам дали какие-то реквизиты, что ли. Я не знаю, хоть что-то дали, чтобы можно было оплатить. Параллельно я обратился в Имеди, вот эту компанию, где я пытаюсь получить страховку. Они там вообще дают какую-то неверную информацию, типа попробуй, говорит, через сайт вообще оплатить, а на сайте совсем другие тарифы, там есть тоже, там помесячно, кстати, есть. Потом мы вам расскажем. Я-то уже оформляю через дом юстиции, поэтому сейчас посмотрим, выйдем из дома, скажем, какие дальнейшие наши планы. Мы снова идем в банк. В этот раз наконец-то нам поняли, там, в чем ошибка. Оказывается, в номере паспорта нужно сделать пробел. Вот никогда никто не делал, а вот здесь нужно пробел обязательно ставить.
и после этого ошибки не возникает, ошибка об оплате. Хотя ни в банке в Джорджии никто не мог мне помочь, только вот в банке юстиции один человек сказал, а возможно давайте попробуем так, и получилось. Сейчас мы идем в банк для того, чтобы снять деньги. Если у вас нет карты Bank of Georgia, нужно обязательно наличкой платить. У меня налички такой нет, поэтому сейчас идем снимать наличку сначала, потом снова оплачивать, и потом снова в дом юстиции уже за получением полиса. Мы такие счастливые, потому что нам удалось сделать еще один шаг. Мы оплатили страховку. Теперь мы идем снова в дом юстиции для того, чтобы получить этот полис. Посмотрим, дадут ли нам, или продолжение наших историй будет. Нам осталось еще час до всего этого. Потом все закрывается, потом уже выходные, и потом вообще кошмар. Я думаю, что успеваем. Я, если что, умею говорить. Я вообще-то разговариваю. Может сложиться впечатление по этому выпуску, что это не так. В общем, у нас остался час до закрытия. Мы побежали. Та-дам! Перед вами счастливый обладатель полиса страхования. Да? Мы были вот в этом здании. Вот я сейчас даже как некультурный пальцем покажу. Вот оно, видите? Вот так вот даже. Вот, где-то. Короче, 3 часа у нас заняла вся процедура, начиная от первого входа в дом юстиции. А что у меня за рог торчит? Вымотались, как в любом другом госучреждении. 3 часа это не так уж много, но это получилось бы еще меньше, если бы у нас не была проблема с оплатой. С оплатой мы часа полтора точно провозились, поэтому час-полтора у вас займет получение этого полиса. Вообще ничего сложного, вам помогут. Начнем давайте с самого начала. Мы пришли в дом юстиции, нам все показали, взяли талончик, посидели минут 15-20, сели к нашему оператору. И тут вот сразу же мы говорим на английском, она понимает, что мы русские, и говорит, давайте я вам помогу, и позвала еще одного человека, который нам немножко помог, хотя мы на английском все справлялись, но нам помогли. Ну, наверное, чтобы все подробности обговорить. Все, очень удобно, так что кто не знает или плохо знает английский, вам помогут. Так вот, все объяснил, разъяснил, отправил нас, как вы видели, в Bank of Georgia, в грузинский банк, чтобы мы оплатили. Там целая эпопея произошла. Мы не смогли оплатить через банкомат, хотя нам операторы помогали. Почему? Потому что, видите ли, мы не поставили пробел в номере паспорта, хотя никогда этого не делали, всегда без пробела. И в этой же процедуре один раз с пробелом нужно поставить, а другой раз без пробела. Поэтому такие вот моменты есть, имейте в виду. После оплаты мы пришли снова в дом юстиции. Нам без проблем выдали полис, пришел полис на e-mail, тут же все поздравили по смс, так что все хорошо. Что представляет собой полис? Он стоит 550 лари. Нам в Доме юстиции других вариантов не дали, сказали, это единственный полис, который вы можете оформить, рассказали нам условия, в принципе там вполне так хорошо, сейчас мы вам покажем, что там есть. И тут такая забавная ситуация, когда у нас проблема была с оплатой, мы связались с представителем этой компании, и она говорит, а что, говорит, вы зачем? Оплатите через сайт. Мы зашли на сайт, а там, оказывается, помесячно можно брать тоже. Дороже получается, и не такие выгодные тарифы. Но то есть можно помесячно, не только на год, а помесячно можно покупать медицинскую страховку. Класс! Мы только об этом узнали, когда уже все оформили. Но мы хотели такую хорошую, полноценную. Точнее, я хотел. Аделина пока еще не взяла. Она выбирает страховую компанию. Так что, если у вас есть какие-то предложения, пишите. Мы скоро собираемся оформить еще одну страховую. У всех страховых есть лимиты, конечно же, да. Вам не могут безлимитно оказывать медицинскую помощь любого характера. Конечно же, есть ограничения, есть конкретный, вполне себе конкретный список услуг, которыми вы можете воспользоваться. Есть конкретная сумма, лимит, в который вы должны уложиться. Если сверх лимита, естественно, вы уже не попадаете по страховку, вы оплачиваете сами. Здесь вы можете увидеть, тут и на грузинском, и на английском, сделайте стоп и переводите на русский язык, чтобы вам было удобнее. Лимиты все указаны в ларе.
Вот это тот тарифный план, который у нас сейчас. Как нам кажется, он один из самых выгодных. Если брать даже этого же крупного грузинского страхового агента Imedi-L. К слову о том, для чего нужна страховка. Вообще, если вы находитесь в другой стране и у вас нет страховки. Есть примеры. Вот одна наша знакомая, ей вырезали аппендицит, представляете, здесь, в Грузии. Она сама не из Грузии. У нее случился аппендицит, сильно заболел живот, вызвала скорую. Скорая тоже все это платное было. Ее госпитализировали, сказали, что нужно вырезать аппендицит. Кошмарная ситуация, но никуда не денешься. Пришлось остаться там, в больнице, все. После этого она еще пару дней там лежала, восстанавливалась, ей давали медикаменты. То есть полноценный уход. Все хорошо с ней, все ей вылечили, то есть вырезали. Но стоило ей это $1200. Представляете, даже сверху там что-то еще больше. Так что вот на такую сумму человек попал, не оформив страховку. А если бы была вот страховка хотя бы как у меня, это было бы, наверное, почти бесплатно или вообще бесплатно, да. Она покрывает. Еще такой случай, вот у меня был, если вы знаете, я болел лихорадкой денге в прошлом году. Да, вот здесь будет выпуск, вот здесь вот, смотрите, кому интересно. Так вот, у меня была страховка, то есть я тоже оформил ее, ну, ни на что не надеялся, думал, просто так пусть будет. И вы знаете, она мне помогла. Примерно 5 дней я находился в больнице, мне нужна была госпитализация, потому что я себя очень плохо чувствовал, и мне нужна была капельница, ничего не ел. Так вот, 5 дней находился в больнице. Мы посмотрели по прайсу этой больницы, куда нас по страховке отправили. Примерно $1000, не меньше $1000 вышло бы все это лечение, нахождение там в клинике, возможно, даже больше. Так вот, та страховка сама стоила, разумеется, в десятки раз меньше. Поэтому нужно оформлять ее, особенно когда едете в такие места, какие-нибудь непонятные, типа Таиланда, где разные комары могут вам встретиться, или какие-нибудь лихорадки непонятные тоже. Так что вот, ну, надо оформлять. Казалось бы, да, зачем она нужна? Вы должны понимать, если вы не оформили страховку, любое ваше обращение, просто спросить и прочее, ляжет на ваши плечи. Если вы едете куда-то, например, по путевке, у вас страховка, как правило, хоть минимальная, но автоматически включена в пакет. Очень дорого болеть, если ты не резидент той страны, в которой ты заболел. Вариантов страховок просто огромное множество. Кстати, страховки предлагают не только отдельно какие-то страховые агенты, банки тоже предлагают разные страховки, но, конечно, надо залезть в правила этой страховки, да, когда она действует, в каких случаях, все это внимательно изучить, потому что всегда и во всем есть подводные камни и нюансы. Условия страховки, суммы покрытия, тоже это вот все-таки важно. 3,5 часа ожиданий, походов из окна в окно, в кассу банка и прочее стоили того, чтобы в итоге получить эту страховку, получить полис страховой и быть, наверное, более спокойными, да, находясь в стране, где ты не резидент. Показали вам наш опыт, прям вот по шагам, как это сегодня делали мы, какие условия нам предложили, какая стоимость. Если у вас есть чем поделиться, если ваш опыт, напишите, нам будет очень интересно. Может быть, кто-то уже оформлял страховку в Грузии. Какой страховкой воспользовались вы, какие у вас условия? Пишите, делитесь, нам будет очень интересно. Да, и будем надеяться, что страховка никому не пригодилась. Если вам выпуск показался полезным, поставьте лайк. А кто еще не подписан, подписывайтесь. Впереди много-много классных, полезных, информационных выпусков из Батуми. На самые горячие темы, которые вас интересуют. Поэтому да, давайте, до скорой встречи.